Итак, ваш тип фигуры груша, если у вас узкие плечи и небольшой бюст, у вас тонкая талия и не сильно выраженный животик, у вас четко выраженные крупные бедра, у вас большие объемные ягодицы и основной лишний вес у вас откладывается именно на бедрах и ягодицах. Для наглядного примера такие фигуры имеют Бейонс, Дженнифер Лопес, Кристина Агилера и Ким Кардашьян. Издавна женщины с типом фигуры груши считались эталоном женственности и мягкости. Девушки, обладающие такой фигурой, считались здоровыми и готовыми к материнству. В наше же время эталоны женской фигуры меняются, и увесистая нижняя часть тела считается скорее недостатком, чем преимуществом. Относительно груш существует еще внутриклассовое деление по характеру отложения жировой ткани. У некоторых женщин лишний вес, жировая прослойка откладывается именно на внешних поверхностях бедер по типу галифе. Причем ягодицы в данном случае могут быть плоскими и неярко выраженными. У других же женщин жировая прослойка откладывается именно на ягодицах, создавая внушительные объемы. Причем на боковых частях бедер жировой прослойки практически нет. Данный подкласс фигуры груша более характерен для латиноамериканок. Для наших же славянских женщин более характерен подкласс галифе. Во всем есть свои плюсы и минусы, но главное умение для женщины превратить свои недостатки в достоинства. Правильное питание должны соблюдать все типы фигур, и никаких нюансов, лично я так думаю, здесь не может быть, а особенно диет под названием диета для груши. Лично я советую вам обратить больше внимания на физические упражнения, правильно составленные упражнения для вашего типа фигуры. Первое, что должны сделать женщины с типом фигуры груша, это добиться баланса между верхней и нижней частью фигуры. Наряду с тем, что вы должны убрать жировую прослойку и лишнюю мышечную массу с нижней части тела, вы должны в верхней части тела увеличиться в объеме. То есть, проще говоря, вы должны выполнять упражнения для наращивания мышечной массы вашего плечевого пояса. Упражнения на тренировках нужно распределять таким образом, чтобы 1-2 дня вы разрабатывали плечевой пояс и грудную клетку. Остальные 1-2 дня вы прорабатывали ноги и бедра. Итак, для домашнего тренинга вам подойдут такие упражнения на верхнюю часть тела. Здесь обратите внимание, в этих упражнениях для верхней части тела вы должны брать такой дополнительный вес гантелей, чтобы вы смогли выполнить 12, максимум 15 повторений. Причем каждому упражнению вы должны выполнять 2-3 подхода. Конечно же, не нужно забывать про вашу проблемную зону. Это ноги, бедра и попа. Здесь наша цель уменьшиться в объеме, убрать жировую прослойку, сделать кожу упругой и придать мышцам тонус. В данной области упражнения необходимо выполнять с меньшим дополнительным весом, но выполняя 20-30 повторов к каждому упражнению. Всего на каждое упражнение вам нужно сделать 3-4 подхода. Это необходимо для того, чтобы вы убрали жировую прослойку из ваших проблемных зон. Что касается пресса, то я посоветовала бы уделить внимание нижней части, ведь здесь собирается обычно лишний жирочек. Но никогда не трогайте свои косые мышцы пресса, вы ведь не хотите потерять свою драгоценную талию.
Ну и, конечно же, не забывайте про кардио, беговая дорожка, эллиптический тренажер, скакалка, танцы. В любом случае это благотворно скажется на вашей фигуре. Также, учитывая вашу подверженность к появлению целлюлита, для вас будет не лишним во время похудения пройти пару курсов самомассажа или обертываний. Так что вот мои советы для типа фигуры груши. Надеюсь, вы к ним прислушаетесь и они вам помогут. Единственное, что необходимо всем нам, это правильная и сильная мотивация. И если вы ее отыщете, любые трудности на пути к вашей цели будут вам нипочем. Я вам желаю удачи. Пока!